Друзья, всем привет! Добро пожаловать в студию Aqua Dream. Давно меня не было. Все не было времени на новый проект. Пришлось заниматься другой работой. Сильно был занят. И даже пришлось уезжать в другой город. За 2 дня моей поездки в другой город я хотел сделать новое видео, создать новый аквариум. Но я все же отложил новый проект, так как побоялся, что за 2 дня может что-то случиться с аквариумом, так как первая неделя нового аквариума самая важная. И нужно быть уверенными, что вы каждый день дома и сможете ухаживать, подменять воду в своем наноаквариуме. Сегодня новый проект наноаквариума, 35-сантиметровая чаша в диаметре. И сегодняшний проект будет очень простой. Я нашел свежий Монте-Карло, который хочу посадить. И также сегодня я буду использовать только один вулканический камень, вот такой. Поставлю я его на задний план. Задний план будет с возвышенностью. Там будет этот камень, который будет полностью покрыт мхом. То есть камня практически видно не будет, а когда мох разрастется, я ожидаю, что Christmas мох будет расти длинным, и вот такая будет красивая зеленая шапочка на заднем плане. Все остальное будет в Монте-Карло, и вокруг самого камня будут некоторые растения, которые я покажу вам позже. Лампа такая же, как и для всех моих наноаквариумов, с подставкой 9 Вт. Под размер данного аквариума 9 Вт вполне достаточно. Также, как вы уже знаете, первым слоем я всегда использую речную либо морскую гальку, но в этот раз в магазине я не нашел речной гальки и увидел аквариум вот с такой галькой. Мне сказали, что она тоже очень хорошо подходит. Я немножко сомневался, но все-таки решил попробовать ее. Она также смотрится как речная галька. Отличие ее в цвете, она более красноватая, не знаю, видно ли вам в камере. И она мягкая, то есть какие-то кусочки я спокойно могу поломать. Вот, но я видел аквариум, вполне хороший, красивый аквариум с таким грунтом, поэтому я все-таки решил попробовать. Аквариумистика — это всегда эксперименты, поэтому посмотрим, как аквариум будет работать с новой галькой. Итак, из растений у меня сегодня Монте-Карло. Далее, вот такая травка японика, Christmas мох, Анубис и 2 вида криптокарины. Посмотрите вот на эту, очень красивая бурого цвета. Мне она так понравилась, что я ее решил использовать. Ну что, пора за работу. Первый слой. Засыпаем нашу гальку. Итак, следующим слоем я засыплю вот такого субстрата в гранулах. Немножко я буду их разминать, чтобы они превратились немножко в порошок. Следующим слоем я добавлю немножко вот таких в гранулах удобрений. Они были в капсулах, в оболочке, но так случилось, что я пачку оставил открытой, и вся оболочка под воздействием летней высокой температуры просто расплавилась. Поэтому я промыл эти гранулы и сейчас насыплю чуть-чуть следующим слоем. Итак, вот он наш первый слой, субстрат в гранулах, галька и удобрение. Итак, следующий этап: засыпем тонким слоем аквариумный сойл. Далее добавим немножко биогумуса. Как вы знаете, в моем предыдущем ивагуме Скепи Монте-Карло разросся настолько хорошо и продолжает расти. Мне кажется, также одной из причин стало то, что я предпоследним слоем засыпал
биогумус, и корням Монте-Карло легко за него зацепиться и начать расти. Так как Монте-Карло очень мелкий, корни очень мелкие, ему сложно зацепиться корнями и начать прорастать в таком аквариумном сойле. Мне кажется, что биогумус очень хорошо помогает в этом плане. Поэтому следующим с тонким слоем засыпем биогумуса. Итак, биогумус засыпали. Теперь последний слой, опять аквариумный сойл. Засыпаем, и на этом с субстратом у нас закончено. Итак, теперь установим наш вулканический камень. Ну и на этом все, друзья. Хардскейп готов, субстрат, подложка готова. Все очень просто. Начинаем посадку растений. Сначала я посажу крупные растения на заднем плане и начнем сажать Монте-Карло на весь передний план. Поехали! Итак, первый я посажу японику, травку. Я ее разделил на несколько кусочков и посажу ее вокруг нашего камня. Теперь время криптокарины. Посадим ее на заднюю часть здесь и здесь. Итак, кустик криптокарины оказался довольно большой. Я разделил ее на 3 кусочка. Итак, далее у меня есть 3 анубиаса, которые я посажу на маленькие кусочки дерева, либо на маленькие кусочки камушек. Ну что, теперь очередь нашего мха. Начнем клеить его по всей поверхности камня.
Готово? Ну что, последний этап. Посадка Монте-Карло. Проще всего сажать Монте-Карло, если набрать воды примерно на сантиметр, что я сейчас и буду делать. Ну что, друзья, наш скейт готов. Осталось только набрать воды, добавить бактерию и кондиционер для воды. Поехали! Сейчас я соберу все кусочки растений, весь мусор с помощью сачка, спущу воду заново почти на 100% и наберу снова, чтобы вода стала чище. Итак, водой заполнили, добавляем кондиционер для воды и бактерию. Все это еще раз перемешиваем. Бактерии я добавляю в 2 раза больше, чем по инструкции, так как аквариум новый. Как только биосистема восстановится, можно будет добавлять по инструкции меньше. Готово! Что, друзья, мы закончили. По-моему, получилось очень красиво. У меня есть 5 улиток, как всегда, первые поселенцы, первые чистильщики. Сразу их добавляем. 1, 2, 3, 4, 5. Ну и о том, как я ухаживаю за своими новыми наноаквариумами, смотрите в описании под этим видео. Я сделаю еще одно видео спустя несколько дней, пока редактирую это видео, когда вода станет кристально прозрачной. А также за всеми обновлениями моих нано и других аквариумов смотрите у меня в инстаграме. Периодически я выкладываю там видео и фото всех своих аквариумов спустя
определенное количество времени, так что подписывайтесь на мой канал в Инстаграме. Ну а если вам понравился мой новый скейт, ставьте лайк этому видео. Не забудьте подписаться на мой канал, не пропускайте новые интересные проекты. Ну и давайте вместе учиться создавать маленькую природу у себя дома. Пока-пока!